Друзья, всем привет! Сразу же первым делом уточню, что данное интервью снято по заказу Cosmopolitan. Это очень крутое СМИ про музыку, всякую разную, рэп, хип-хоп, тяжелая электроника. И я регулярно туда пишу про тяжелую музыку. Ссылочки все оставляю в описании. Подписывайтесь на соцсети, переходите, читайте мои рецензии, там появляются зачастую раньше времени. Ну что, без лишних слов, Саша Шоколай. Алекс The Terrible. Собственной персоны. Да, всем привет, ребят. Выкупил Сашу на его домашнем концерте в Екатеринбурге. Саш, давай по общим вопросам сначала. Такой философский. Что для тебя Slaughter to Prevail? Сейчас Slaughter to Prevail для меня это, грубо говоря, моя работа, дело всей моей жизни. Потому что, с 15 лет, с 14-15 лет я занимаюсь уже тяжелой музыкой, и для меня высшая цель была собрать ту группу, которая бы колесила по всему миру, собирала бы площадки, и нас слушали бы по всему миру. И, собственно, мы этим сейчас занимаемся, поэтому, я делаю все возможное для того, чтобы она росла, эта группа, росла наша фан-база. Можно сказать, что это сейчас твоя жизнь? Да. Грубо говоря, это моя жизнь. Что скрыто за твоим творчеством? Что оно для тебя значит? На самом деле нельзя вот так просто ответить на этот вопрос, что скрыто под моим творчеством, потому что, мне кажется, любой творческий человек, он в порыве, когда пишет там свою музыку, именно на тот момент учитывается его состояние душевное, какое-то эмоциональное, его период жизни там и так далее. То есть вот те песни, которые мы постоянно каждый день играем, для меня они могут уже быть неактуальными, и то есть для меня они уже скучные какие-то не те, что-то я хочу уже новое придумать, там, сыграть, показать этому миру. Поэтому я не могу просто взять и ответить на вопрос, что за моим творчеством стоит. Естественно, стоит какая-то моя душа, часть моей души, какой-то мой опыт, experience, так сказать, да. И, соответственно, это все не в прямолинейной какой-то форме, это не призыв к чему-то, это не какое-то там поучение. Это просто, знаешь, как режиссер или там постановщик, или кто там делает кино, или там какой-то там, не знаю, в театре постановку, там, знаешь, он вроде как бы и с душой это делает, да, что-то там на эмоциональном фоне есть, но он же тут же и что-то может приукрасить, что-то где-то, сгладить какие-то углы, может быть, наоборот, что-то сделать там крутое, задевающее тебя за живое, да, и, провокационное. Здесь точно так же в нашей музыке. Тем более, тяжелый металл, там должно быть все брутально, агрессивно, жестко. Я понимаю, к чему ты задаешь этот вопрос, потому что многие люди задаются вопросом, а кто вообще мы такие? Может быть, мы какие-то сатанисты, может быть, мы какие-то там маньяки-убийцы? Нет, пацаны, мы просто любим тяжелый металл, тяжелую музыку, а в тяжелой музыке не поют там про любовь и сопли, там поют про жесткую тему. Вот. У меня как раз один из следующих вопросов. Тексты песен пишешь про себя или есть лирический герой? Или все вместе? Слушай, лирического героя как такового нету. Вообще-то, в 90% случаев я пишу про то, что у меня на душе, то, что у меня за душой, то, что я пережил в этой жизни. А все остальные 10%, да, пускай это будет, лирический герой. Какое достижение на данный момент считаешь самым главным для себя? Достижение? Да, вообще, любое в жизни, любая цель. Слушай, я очень рад тому, что я занимаюсь своим любимым делом, зарабатываю на этом деньги. Потому что, грубо говоря, до этого я работал на заводах, я постоянно там вставал в 6-7 утра и шел в то место, где мне не рады, где я не рад там быть, где ты просто ебашишь ради чего. И ты задаешь этот вопрос, ради чего. А здесь я понимаю, ради чего я это делаю. Ради тех людей, которые нас слушают, и я знаю, что я им даю, я знаю, что они получают, я знаю то, что они благодарны. Это самое мощное, что в моей жизни может сейчас присутствовать, это эта энергетика. Поэтому я очень рад, что вот так все выходит. Так. А какая следующая цель? Следующая цель, скорее всего, создать семью.
Да, потому что... Достойно. Да, это как бы для меня очень сложно, потому что я нестабильный, непостоянный человек, неуравновешенный эмоционально. Я как бы работаю над собой, да. И для меня это некий вызов. То есть создать семью, чтобы все в ней были как бы счастливы, чтобы она была твердой, там на фундаменте твердом стояла, чтобы я воспитал своих детей хоть как-то и оставил себя после себя что-то. Не то, что музыку, да, вот какой-то генетический фонд свой. Ну, слушай, это действительно значимо. Такие маленькие Сашки будут бегать по дому. Может ли быть что-то больше, чем Slaughter to Prevail в твоей жизни в дальнейшем? Да, несомненно, конечно, по-любому. Я просто не знаю, что пока. Но я всегда, знаешь, вот жил этой жизнью и не перестаю удивляться, какие события в ней могут происходить. И ты даже, не ебешь, что может случиться завтра. Типа, ты такой думаешь, да, этого никогда не будет. Типа, на что я там рассчитываю? Хуякс, а это происходит. Ты такой, блин, никогда бы не подумал. Поэтому все, типа, все возможно. Да. Так, вот этот вопрос я не могу не задать, но мне действительно любопытно. Вот этот известный эпизод с Comedy Club, по его поводу я сталкивался просто, знаешь, с диаметрально полярными мнениями. Александр Шоколай! Привет, Comedy. Здравствуйте, Александр. Привет. Саша, привет. Кто-то говорит, что типа охереть, это очень круто, это показатель и все такое. Другие такие типа, да что за херня, я бы никогда так не сделал. Что сам испытываешь по этому поводу сейчас? Это абсолютно нормальная реакция людей. Абсолютно. На каждую хуйню люди реагируют точно так же. Делятся как минимум на два фронта люди. Говорят зашквар, говорят пиздато. То есть на тот момент для меня это было как-то типа клоунада какая-то, знаешь. Да-да-да-да-да. И меня много куда звали на самом деле, на всякие там шоу. И когда меня позвали на Comedy Club, я такой думаю, да блядь, не, это нихуя не для меня. А все мои друзья мне такие говорят, да типа ты что гонишь что ли, иди, да вот тебе не похуй вообще, покажи себя там, может быть, что-то как-то продвинешь там свою музыку, там свое творчество или еще что-то. И я подумал, то, что действительно вообще в принципе куда ты идешь, хоть в Дом 2, хоть в Comedy Club, хоть еще куда-то. На самом деле, как ты себя там поставишь и как ты себя там покажешь, это самое главное, да? То есть, какая цель у тебя будет там. То есть, ты можешь идти в Дом 2, там, строить свою любовь, а можешь идти в Дом 2, нахуй, и сказать, я Саня Шоколай, я вашу Slaughter to Prevail, слушаю мою музыку, нахуй, и пойти дальше, понимаешь? Ну, типа того, да? Вот, но на самом деле, блядь, я вот пришел, когда в Comedy Club, я вообще очень сильно переживал, нервничал, очень сильно, пиздец, у меня все тело тряслось, нахуй. Нас еще в первый ряд посидели, я думал, ну все, мне пизда вообще, тотально. Я как бы вообще, типа, не спикер, я боюсь вот этой сцены, там, всего остального. И когда вот со Слотером ебашь, мне до пизды, потому что я в своей тарелке, да. А вот там Comedy Club, это такой, что, для меня это был просто пиздец шок. Если бы сейчас позвали, пошел бы еще раз? Да, по-любому. На каком языке дальнейший материал планируешь писать? Да точно так же на русском, на английском. Как-то будет меняться соотношение или вот плюс-минус как да, вот по настроению, если я захочу, то чтобы этот трек был на русском, я его сделаю на русском. Если я захочу, то что все треки были на русском, я сделаю их на русском. На чем основывается вот твой выбор? Что это и русский, и английский? Это какая-то коммерческая штука или личное желание? Абсолютно. Нет, это знаешь, вот, допустим, я начинаю придумывать текст на песню, вот трек я слышу, я начинаю пробовать что-то исполнить на русском. Я такой, блядь, вот эта вот фраза здесь не подходит. А ну-ка дай-ка я на английский, короче, ебану. На английском хуякс, охуенно зашла. Все. Дальше я могу точно так же, типа, блядь, вот эта фраза будет на русском, дальше будет на английском. Как-то так, не запариваюсь. Ты пишешь сам или кто-то помогает? Да, я все пишу сам. И есть такие моменты, когда я просто, блядь, вот у меня есть любимая группа, одна из, «Рабы лампы». Рэпчик, короче, старый. И я один текст просто тотально вырезал, нахуй, и ставил в текст Chronic Slaughter, блядь, и спел по своему, блядь, ладу. И, в принципе, как бы для меня это тоже не сказать, что зашквар, я там что спиздил, там еще что-то. Ну, это отсылки. Просто, да, это типа отсылки, и мне очень нравится этот текст, в принципе, именно этой песни «Ода уходящего года» вместе с Юк они там исполнили. Очень сильный, по-моему, текст, очень депрессивный, серый, мрачный, но, блядь, сильный пиздец. Поэтому я не сдержался и въебашил туда. Кто-то обратил внимание, что типа, Саня... Да. Да мне похуй.
Самая нормальная и честная реакция. Реально. Просто, типа, какие эмоции испытал, когда узнал про Саммериан, про предложение? Слушай, вот, конечно, я был категорически счастлив. Это был 2015, по-моему, год. Мы только все это начинали. У меня были вот такие розовые очки, что сейчас мы там с Саммериан подпишемся, будет чики-пуки. Но нужно же быть, умным парнем, юридически подкованным, чтобы там какие-то контракты подписывать. У нас не было ни адвокатов, никого. Мы все это на скорую руку подписали, и в итоге мы сейчас не в очень хороших отношениях с Саммериан. То есть мы сейчас, скорее всего, будем с ними судиться, чтобы разорвать контракт, дальше двигаться самостоятельно. И я ни в коем случае не говорю, что они там какие-то плохие, сякие, такие. Они нам дали огромный плюс, тоже непосредственно, но мы сами дураки, что вот так вот простроили взаимоотношения с ними. Нам было короче. Ну, опыта, видимо, не было, да, достаточно? Да, а сейчас мы вроде как бы поумели чуть-чуть и такие, ой, очухали, знаешь. Вот, короче, решается вопрос. Были ли предложения крупнее за этот момент? От лейблов? Да. Да, конечно, были. Но мы сейчас приходим все к тому, что мы можем самостоятельно двигаться и больше денег зарабатывать именно двигаясь самостоятельно. И у нас сейчас менеджер, который работал с Оксимироном, Booking Machine, да, Илья Мамай. Да, и он, короче, нам очень сильно сейчас помогает, и он нас видит очень большое будущее, очень большой потенциал, за что ему огромное спасибо. И он как человек просто, мана. Я очень сильно люблю. Я наслышан про Илью, да, что он большой спец и при этом еще и человек хороший. Да, и вот он нам говорит то, что лучше без лейблов пока что. Подвигаемся сами. То есть прям вот серьезно, что можно сейчас коллективу существовать без лейблов и при этом быть успешным? У тебя есть какая-то фан-база, братан, вот сейчас век интернета. Вот ты, если имеешь какую-то фан-базу, а если она еще и большая, то тебе никто не нужен. Тебе нужно просто делегировать какие-то обязательства. Допустим, там, менеджер, тур-менеджер, еще что-то, там, бухгалтер свой, чтобы тебя никто ничего не наебал. А вот эти вот все связи, ты можешь их простроить самостоятельно, если к тебе есть интерес. Они на тебя сами выходят. И это логично, потому что они же тоже хотят на тебя заработать. Понял, это интересно. Давай тогда в этом ключе расскажи, что молодым коллективам посоветуешь? Что стоит делать, что наоборот стоит отбросить и никогда не думать? Очень часто меня спрашивают об этом, что ты можешь посоветовать, что ты можешь порекомендовать там, молодым коллективам, что-то, блядь, по вокалу там, рассказать там, и так далее. А на самом деле, если честно, я в себе не вижу какого-то такого авторитета, который там, блядь, ебать, добился чего-то там, и вот он знает, как нужно делать, чтобы добиться. Нет, я просто ебашил и горел своим делом. Я вот шел, и все. На моем пути было, блядь, много там ошибок, много ям, много еще всякой хуйни. Но я в итоге пришел к тому, чего я имею, да, и иду дальше. Я не говорю, что мой путь, он правильный. И поэтому я, честно сказать, никому ничего не советую. Потому что, может быть, для вас это просто не сработает. Но единственное, что я всегда говорю, это нужно гореть своим делом, нужно ебашить. Вот, блядь, когда ты ебашишь и горишь своим делом, и если людям это понравится, то ты придешь к успеху. А можешь кого-то из молодых коллективов России выделить для себя? Честно сказать, сложно вообще. Я такой человек, который, знаешь, один трек может слушать там, блядь, месяц, год, там, 2. И я, как правило, для себя новых групп не открываю. И вот, знаешь, мне когда было лет 15, 16, там, 17, я любил вот прямо на Bloody Milk зайди там, блядь, там, вот эти новые группы искать там и так далее. А вот сейчас, я не знаю, я просто старые группы слушаю, просто до дыр их и все. Я знаю то, что у нас очень много талантливых ребят, я знаю то, что очень много, короче, у нас в принципе групп в России есть, которые могут что-то показать, на сцене играют там и так далее. Но я особо за этим просто не слежу, потому что мне и так, у меня и так дохуя музыки в моей жизни, то есть, которую я сам там делаю и которую я должен там делать. Вот, я от этого немножко устаю уже. А как вообще думаешь, что с металлом в России сейчас происходит? Я думаю, что это все циклично. И раньше был металл, пиздец,
популярным, потом рэп стал популярным. Сейчас, мне кажется, это какая-то смесь металла и рэпа будет. То есть старый рэп уже нахуй никому не нужен. Нужен какие-то там вот эти вот новые непонятные ребята, которые выглядят как металлисты, а читают рэп. Причем они не читают, они кричат, там орут. Ну, для меня это тоже в новинку, и я такое не слушаю. Мне это тяжело воспринять, а молодежь пиздец любит. Поэтому это все, знаешь, ну вот так вот как-то идет по кругу. Не знаю, посмотрим, поживем, увидим. Как-нибудь продолжаешь контактировать с местной уральской, свердловской сценой? Я вообще домосед, типа, я ни с кем не контактирую, в принципе. На меня друзья даже мои близкие обижаются, то, что я не выхожу там на связь, не гуляю там, и так далее. Просто в своей ракушке какой-то сижу постоянно. Так что это не про меня. Ты довольно много концертов уже откатал, довольно много туров в разных частях мира и света. Я обычно у музыкантов спрашиваю, где интереснее играть, в столицах или в провинции. У тебя спрошу, где тебе было интереснее, в какой части света? В США. Штаты. По-любому. Почему? Потому что там очень, как сказать, адаптирована вообще, в принципе, реальность бытия к турам, к людям, которые постоянно в дороге. У них там постоянно там на гастейшенах душевые есть, хавчик, отели на каждом углу, дороги, они только хайвей, то есть на эксит, если ты поворачиваешь, чтобы заправиться, то вот только вот так вот. То есть там практически нет никаких пробок. И очень адаптировано к ребятам, которые постоянно находятся в дороге. Это раз. Во-вторых, там вот этот вот культ выступлений, там всего остального, он настолько старый уже там, его настолько все понимают, уважают там, не знаю, там все это людям ближе, и музыкантам там удобнее просто. И, не знаю, там любят тяжелый металл очень сильно. Ну, то есть можно, наверное, сказать, что индустрия в целом вот это развита лучше. Да. Как думаешь, нам светит такое? Нет, никогда. Совсем нет. Никогда. То есть даже если мы сейчас начнем развивать, почему? Ну, потому что не с того мы начали уже. Все, там, ну, типа, если мы даже там заново все начнем, нахуй, мне кажется, у нас люди другие просто. Люди росли на другой музыке, у людей были другие проблемы там. И, ну, вообще нет, нихуя не наша тема уже, стопудово. Я с тобой небольшой историей на эту тему поделюсь. Когда в Берлине был на концерте, там были Crowbar, если знаешь, Crowbar, Converge и кто-то еще, какой-то молодняк. Crowbar, там же дяди взрослые, и они такие стоят на сцене. Мы помним, когда мы первый раз отыграли в Берлине, это был Новый год 91-го года. И я такой, нихера себе, то есть 30 лет назад они уже были, и я типа только родился. А к нам Crowbar приезжали в Россию 1 или 2 раза. Железный занавес, когда рухнул. Окей, хорошо. Вот ты покатался по миру, с большим количеством коллективов переиграл. С кем был рад играть больше всего? Делить сцену, делить тур? Да со всеми, на самом деле. Все охуенные ребята. И, типа, если выделять их как-то из более известных, да, то, ну, блядь, наш первый американский тур был с Cannibal Corpse. То есть, ну, это ебаный в рот отцы, нахуй, металла. И, естественно, нам было очень приятно с ними играть. А потом это как-то в обиходку, знаешь, вот у нас сейчас планируется в мае в латиноамериканской вот этой части, короче, тур со Slipknot, с Megadeth, с Britney the Horizon. И, как бы, казалось бы, да, это ебать, просто пизда, нахуй, вообще. А мы уже такие, ну да, а мы это уже как бы воспринимаем не то, что как должное, а то, что это типа, окей, погнали, ебашим. Надо будет работать. Да, стопудово. Это абсолютно точно охуительные события для нас. И мы ебать как рады. Мы просто как бы, это уже как, ну знаешь, рутина для тебя. Вот, и ты уже такой, типа, если бы, блядь, мне было там лет 18-19, мне бы сказали, я бы нахуй здесь все бы разъебал, обоссался бы отчасти, да? А сейчас, короче, ну, типа, заебись, охуительно, давайте нахуй. Завидую по-хорошему. Ну, круто, это реально должно быть круто. А кто-то из этих коллективов разочаровал тебя? Ну, в смысле, с кем ты играл? Нет.
Да меня вообще никто не разочаровывает по жизни. Мне похуй. Самая, мне кажется, рабочая жизненная позиция. Да, да. Да потому что, блин, дело каждый дрочит, как он хочет. Если ты как-то сам там на что-то обижаешься, это твои проблемы. Да. Есть ли у тебя какие-то музыкальные guilty pleasure? То есть музыка, которую ты слушаешь, которая тебе нравится, но ты знаешь, что твое окружение сказало бы, типа, Саня, это зашквар какой-то. Верка Сердючка? Вот типа того. Да нет, на самом деле... Да, блядь, я слушаю Верку Сердючку. Да я слушаю все, что мне нравится, реально. Вот вообще все, нахуй. Я могу слушать вообще самую полную зашкварную хуйню, мне будет поебать. Я могу прямо здесь ее включить на колонку и сказать, это мой плейлист. Мне будет похуй вообще. То есть для меня нет такого понятия, что это слушать зашкварно. Да мне похуй. Типа, блядь, не слушай тогда, это твои ебаные проблемы, блядь. Саня, мне нравится реально твой подход просто. Реально. Ну, да, он, слушай, реально имеет место быть, потому что сколько общаюсь с людьми, с музыкантами уровня ниже, все парятся. Да? У всех есть какие-то, знаешь, типа, о, я там никогда не говорю, что я там слушаю кальянный рэпчик. Я не знаю. Я Гио Пику обожаю, там, вот эти вот всякие. Ну, я не знаю. Ну, типа, для меня это вообще не показатель. Ну, пускай парятся, значит, у них есть какие-то комплексы, видать. Что слушали у тебя в семье? Ну, батя у меня слушал Скутера всегда. Fire! Энигма, он ставил кассеты всякие. Мамик, да мамик вообще ничего не слушал. Она, знаешь, так, ну, типа, далека, в принципе, от того, что у меня там есть любимая песня, там, или группа. Просто, что вот по радио играла там, не знаю, там, всякие Меладзе, не Меладзе. Ну, то есть тяжелая или рок-музыка не сильно не фигурировал? Откуда тогда понабрался ей? Я учился, короче, в кадетской школе, и в 9 классе к нам пришел один чувак, он показал мне группу Дженейр, Стигмата, вот эти вот всех, короче, чуваков русских на тот момент популярных. И я такой думаю, нихуя себе, вот это тяжелая музыка, это круто, нахуй. А потом я открыл для себя Suicide Silence и Britney the Horizon, и такой, нихуя, я хочу так же петь. И понеслась. Okay. А были ли родители у тебя на концертах? Нет, никогда. Сегодня не будет? Что вообще думают о том, чем ты занимаешься, о твоей музыке? Да все за***ись. Говорят, блядь, самое главное, чтобы голова на плечах была. А они знают, что она у меня есть. Они абсолютно адекватно воспринимают то, чем я занимаюсь. Ну, мама у меня очень православная. Вот, и она постоянно в церковь там ходит. Я как бы в Бога верю тоже. Я недавно как бы нашел для себя тоже Бога, но я не религиозен. Но она постоянно меня спрашивает, а о чем ваши текста? О чем вы поете? Ну, знаешь, любая мама, она как бы, ну, очень сильно заботится и печется о своих детях. Поэтому, как бы, ну, она у меня вполне адекватная, но в то же время, конечно, тяжелая музыка, какая-то сатана, там, что-то, там, про убийство поет. Ну, конечно, это ненормально. Любая матерь будет переживать. Но принимает. Принимает. Золотой человек. Вот мамы для этого и нужны. Да. Согласен. Последний вопрос. Что бы делал, если бы не был музыкантом? В спорт бы подался стопудово. Профессиональный? Да. Какой? Не знаю, сложно сказать. Ну, сейчас я как бы в единоборство бы какие-нибудь ушел 100%. Либо в какую-нибудь вольную борьбу, ну, либо еще что-нибудь типа такого. А раньше, возможно, какое-нибудь там троеборье по железу. Меня это очень сильно интересовало. Вот. Ну, абсолютно точно в спорт бы пошел. Ты человек достижений, судя по всему. Да и хуй знает, братан. Просто вот что, блядь, по кайфу нахуй. То и делаю. Спасибо тебе большое. Ты крут. Тебе спасибо. Хорошего концерта. Спасибо большое.